4 апреля исполнилось 69 лет со дня основания Организации Североатлантического договора. Первыми членами Альянса, больше известного под аббревиатурой НАТО, стали США, Канада и 11 стран Европы. С тех пор количество участников блока выросло до 29. Недавно в НАТО вступила и Черногория. Начиналось все довольно безобидно. Руководство Альянса, согласно учредительным документам, собиралось защищать страны-участницы от любых угроз, в первую очередь, конечно, советской. Однако СССР нет уже 28 лет, а Североатлантический альянс все воюет и наращивает свой военный потенциал. Причем уже у наших границ. В преддверии 70-летнего юбилея НАТО в историю американской мечты о мировом господстве окунулся наш корреспондент Василий Кучушев. Организация Североатлантического договора была создана в США 4 апреля 1949 года. Согласно первоначальному уставу НАТО, 12 стран во главе с США объединились в блок с единственной целью – защитить участников от любой агрессии. Одна из формулировок так и звучала: НАТО создается во имя укрепления стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом регионе. Тем не менее, уже тогда многие понимали, что НАТО – это ответ на якобы существовавшую советскую угрозу. На протяжении десятилетий НАТО справлялась со своей первоначальной миссией, и до окончания Холодной войны Альянс ни с кем не воевал. В 91-м Североатлантический блок во главе США устроил в Кувейте бурю в пустыне. Затем были бомбардировки Югославии, в результате которых погибли тысячи мирных жителей. И мы знаем, что в 1999 году именно блок НАТО проводил против этой страны боевую операцию. При этом эта операция выдавалась под видом так называемой миротворческой операции, но привела к тому, что мы знаем, что страна была разрушена, инфраструктура была разрушена. После этого НАТО словно с цепи сорвалось. Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия. Большинство военных операций проходит под руководством США. Советской угрозы давно нет, но они продолжают воевать. Никакого коммунистического проекта, угрожающего миру, нет. Никакой военной угрозы, угрожающей блоку НАТО из 29 стран или одной какой-то стране, входящей в этот блок, тоже нет. Это предполагает некоторый кризис жанра, и НАТО сейчас пытается додумать себе угрозу. Первый генсек НАТО, британский лорд Гастингс Исмей, обозначал главную цель НАТО так: не допускать русских в Европу, обеспечивать внеамериканское присутствие и сдерживать немцев. Иначе говоря, любой ценой оставить американские войска в Европе. Приказ первого начальника НАТО с успехом выполняется даже спустя более полувека. Военный блок НАТО насчитывает уже 29 государств и, похоже, не собирается останавливаться. Страны-члены НАТО расположены на двух материках – Евразии и Северной Америке. По разным данным, численность личного состава войск НАТО в мире к 2018 году перевалила за 1,5 миллиона человек, больше половины которых – американские солдаты. За время существования Альянса его не покинуло ни одно государство. Лишь в 1966 году Франция, благодаря усилиям Шарля де Голля, покинула блок, однако в 2009-м президент Николя Саркози вернул страну в НАТО. С тех пор Франция, как и все остальные страны-члены, на крючке у Вашингтона, который постоянно увеличивает взносы на совместную оборону, требуя не менее 2% ВВП. Очевидно, что для США НАТО уже давно превратилось в весьма прибыльное коммерческое предприятие. 23 из 28 государств-членов все еще не платят то, что они должны платить за свою защиту. Это несправедливо по отношению к людям и налогоплательщикам Соединенных Штатов. И многие из этих стран должны выплатить серьезные суммы денег, которые они не платили в прошлые годы. Но зачем увеличивать и без того раздутые бюджеты на оборону? Точное количество тяжелой техники НАТО в Европе, как говорят эксперты, уже сейчас трудно посчитать. Ее стало так много, что в некоторых странах для безопасного проезда натовской армады власти вынуждены расширять дорожную инфраструктуру. И все это, как говорят в брюссельской штаб-квартире Альянса, ради мира во всем мире.
Мы хотим развития диалога с Россией. Мы не хотим изолировать Россию. Нам не нужна новая холодная война. Мы работаем в направлении более конструктивных отношений с Россией. Разумеется, мы должны объединить диалог с надежным сдерживанием. Это урок, который мы вынесли из холодной войны. Это срабатывало в отношении Советского Союза, и это правильная стратегия в общении с Россией сегодня. Но пока генсек НАТО говорит с трибуны о сотрудничестве, кольцо вокруг нашей страны продолжает сужаться. Америка и НАТО развернули вдоль западных границ России 10-тысячную наступательную группировку войск. В российском Минобороны уверены, активизация ВМС США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях, число учений и тренировок Североатлантического альянса носит явный антироссийский характер. Но и нашей стране, как говорят эксперты, есть чем ответить на подобные выпады альянса. Речь идет о новейшем российском оружии, которое недавно презентовал президент Владимир Путин. Российское оружие сделало бессмысленным оно сделало уязвимым флот, в том числе авианосцев, в том числе корабли любого класса. А это означает коренной пересмотр стратегии. По словам экспертов, новое российское оружие должно заставить руководство Альянса задуматься и остановить эту якобы миролюбивую, но уж очень подозрительную активность у наших границ. Василий Кучушев, Татьяна Суровенкова, телеканал «Звезда». С распростертыми объятиями на своей земле всегда ждут натовский контингент. Вечно обиженные на своего восточного соседа маленькие, но гордые прибалтийские страны. Они постоянно и без повода жалуются хозяевам на угрозу со стороны России. На этой неделе президенты Латвии, Литвы и Эстонии были в США. На ковре у Дональда Трампа и снова просили деньги. Трамп дал $170 миллионов, 100 на закупку вооружения, остальное на обучение военных. США рассматривают Прибалтику как плацдарм для своего геостратегического присутствия у границ России. При этом Дональд Трамп в разговоре с президентами Латвии, Литвы и Эстонии заявил о необходимости поладить с Россией. Очень неловкий получился момент по отношению к прибалтам. Ладить с Россией – это хорошо, и все с этим согласны, а кто не согласен – очень глупые люди. Это намек сидящим напротив. Но прибалтийские президенты то ли не поняли, то ли сделали вид, что не расслышали. В любом случае перечить Трампу никто бы не стал. И уж точно они не перестанут быть глупцами, то есть и дальше будут портить отношения с Россией. Например, Латвия. Президент Раймондс Вейонис утвердил поправки, согласно которым учителя в русских школах Латвии заговорят по-латышски. Из школьной программы русский язык должен исчезнуть совсем, за исключением уроков по русской литературе и русскому языку. Постепенный переход начнется 1 сентября 2019 года и завершится в 2021. Это будет началом краха всей системы образования в стране, считают жители. Русскоязычное население не раз пыталось опротестовать эту инициативу властей. На этой неделе в Риге даже прошел марш рассерженных родителей. Помимо учителей, плохо знающих латышский, работы могут лишиться и представители других профессий. В Латвии организована специальная языковая комиссия, которая определяет уровень знаний. В народе ее уже назвали языковым гестапо. Это в европейской стране в 21 веке. С вами были главные новости на канале «Звезда». Как всегда, с Юрием